сегодня у нас презентация талисмана чемпионата мира ИААФ по легкой атлетике 2013 года в Москве и подведение итогов подготовки к чемпионату мира за текущий 2012 год. Немного о чиновничьей информации. Хочу напомнить вам, что в период с 10 по 18 августа 2013 года в Москве на территории Олимпийского комплекса Лужники состоится чемпионат мира по легкой атлетике. В Москву ожидается прибытие порядка 4100 представителей из 212 стран мира. Работа по подготовке к проведению чемпионата мира проводится при взаимодействии специалистов Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской Федерации легкой атлетики и Департамента физической культуры и спорта города Москвы в соответствии с утвержденным 2 февраля 2012 года на заседании Организационного комитета планом основных мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по легкой атлетике ИААФ 2013 года. Напоминаю, что церемония открытия чемпионата пройдет 10 августа 2013 года в 21:00 по московскому времени на большой спортивной арене Олимпийского комплекса Лужники. В настоящее время разработана транспортная концепция чемпионата мира, включающая маршруты движения автобусов и автотранспорта, задействованного в проведении данного мероприятия. Четко проработаны организационные вопросы встречи проводов участников соревнований, транспортного обеспечения программы волонтеров, проживания и, соответственно, питания. Определены все зоны Олимпийского комплекса Лужники, которые будут задействованы при проведении чемпионата мира. С 24 апреля 2012 года нами начато осуществление запланированного комплекса работ по проведению плоскостных сооружений Олимпийского комплекса Лужники в соответствии с регламентами, правилами и рекомендациями ИААФ. Могу вам сказать о том, что сегодня практически на 90% все мероприятия, которые в соответствии с правилами и рекомендациями ИААФ нам было установлено, выполнены. Для этого произведена замена существующего спортивного покрытия на беговых дорожках, секторах для прыжков и метания на большой спортивной арене, южном и северном спортивном ядре. В 2013 году запланирован ремонт существующего покрытия в спортивном городке, устройство зоны метания на венгерских полях, а также замена искусственного газона большой спортивной арены на натуральный после окончания футбольного сезона. Мы этим вопросом будем вплотную заниматься. Вопрос важный для всех, и для организаторов, и для тех, кто будет. Это вопрос обеспечения безопасности во время проведения мероприятия. Он будет осуществляться на 3 уровнях: федеральном, городском и на уровне самого стадиона Олимпийского комплекса Лужники. Хочу вам сказать прежде всего о том, что вот сейчас наша делегация побывала с отчетом на заседании Совета ИААФ в Барселоне. И огромный интерес к чемпионату со стороны практически всех, можно сказать, участвующих сторон в этом процессе. И спортсменов, тренеров, официальных лиц, журналистов. И, знаете, для меня на самом деле несколько даже неожиданно тот огромный какой-то такой энергетический всплеск интереса со стороны и наших легкоатлетов. То есть спортсмены, наши звезды, все сильнейшие спортсмены сборной России, они с огромным энтузиазмом говорят о том, что в следующем году они будут выступать у себя на родине, здесь, в Москве. И многие, скажем так, даже немножко откладывают момент решения оставаться в спорте или не оставаться в спорте именно до того, как они выступят на чемпионате мира в Москве. Это очень приятно, здорово, это показывает, что наши спортсмены, они и, конечно же, патриоты, и они действительно очень хотят порадовать своих болельщиков, свою публику. Не всегда, там даже близким, родственникам удается выезжать куда-то за рубеж, посмотреть, как они выступают на крупнейших легкоатлетических соревнованиях в мире. А вот здесь дома они надеются показать и очень высокие результаты. Идут, вы знаете, читаете, я думаю, что многие интервью, идут разговоры о возможных рекордах. И просто желание выступить с удовольствием именно в столице у нас здесь, в Лужниках. Многие зарубежные спортсмены подтверждают тоже серьезность своих намерений. И
большинство, практически еще ни одного, я даже не видел, наверное, такого интервью или где-то в разговорах со спортсменами, с тренерами не прозвучало возможный отказ от участия в чемпионате мира в силу того, что это послеолимпийский год там, и так далее, бывает иногда. Нет, все готовятся, все стремятся, и все самые первые, можно сказать, звезды первой величины мировой легкой атлетики, конечно же, приедут в Москву. Мы желаем им здоровья, хорошей подготовки. Я уверен, что они порадуют болельщиков. Если говорить о нашей работе по подготовке, то ту часть работы, которую я бы, наверное, о которой хотел бы сказать, это, конечно же, наш талисман, который получил наконец-то одобрение Международной Федерации. Конечно, это определенная процедура. Андрей Николаевич, мы сейчас его представим или может попозже? Хорошо. Тогда просто пока вот немножко заинтригую на несколько минут вас тем, что такое одобрение было получено. Мы рады, что вот те усилия, которые предпринимал оргкомитет вот в этом направлении сейчас, как нам кажется, завершились достаточно успешно. Обязательно вам его представим. Но самое главное, что я хочу сказать, талисман, логотип соревнований, любые промо-активности, которые мы планируем, конечно же, во многом направлены на главное – успех события и популяризация легкой атлетики в России. Мы очень хотим, чтобы чемпионат мира стал реальным, серьезным импульсом к увеличению интереса к легкой атлетике, к спорту вообще в целом, в Москве, в городе и в России, в нашей стране. 17 октября началась продажа пакетов электронных билетов. Розничная продажа билетов на сайте и в кассах Лужников планируется начать с 1 марта 2013 года. Для официальных партнеров ИААФ, туристических агентств и правообладателей, телевизионных правообладателей, срок бронирования билетов в целом до конца декабря. Продажа билетов будет организована билетными операторами компаниями Arena Marketing и CTS Eventim, которая в частности является официальным оператором по продаже билетов на зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. Для обеспечения высокого уровня посещаемости и наполнения трибун зрителями, как в утренние, так и вечерние сессии всех дней чемпионатов, планируется реализация программы «Зритель». Для продажи на чемпионат мира билетов по легкой атлетике предусмотрено 33 315 билетов на каждый день соревнований различных ценовых категорий. Кроме этого, на стадионе предполагается присутствие более 6 тысяч аккредитованных VIP-гостей, представителей команд и средств массовой информации. Несколько слов о рождении этого вот чудного существа, которое мы сейчас вам предъявим. Рождение его датировано июнем этого года, 2012 года. Я думаю, что кто-то из вас слышал, знает, что был организован специальный конкурс в интернете. Конкурс публичный, конкурс, в котором могли участвовать все желающие. Важно было для нас, для жюри конкурса, было важно прежде всего, естественно, это идея, не столько даже, может быть, ее реальное воплощение, сколько идея, потому что нам важно было, чтобы талисман, маскот, который будет сопровождать и соревнования, сопровождать промо-компанию, чтобы он был узнаваем, чтобы он был популярен, чтобы он отражал образ в какой-то степени или какую-то историческую часть, или ассоциировался с городом, с Москвой. Нам было важно, чтобы он ассоциировался и с легкой атлетикой, чтобы это не было как бы какое-то совершенно там надуманное существо. Знаете, за последние годы вот этот некий такой конкурс талисманов, он, конечно, в разные стороны двигался. Где-то это была, вы знаете, последняя была такая, стилизованная, конечно, но все-таки это была собака в Корее, да, Тегу. А медвежонок, естественно, был в Берлине. До этого были девочки, там были какие-то существа такие фантасмагорические. Так вот, в конкурсе было представлено более 200 работ, более 200 различных работ, совершенно разного уровня, разного направления, с разными идеями. И в результате все-таки был выбран один талисман, тот талисман, который, естественно, будет вместе с нами, еще раз говорю, до августа 2013 года. Может быть, он останется и потом с нами, если сильно полюбится, конечно.
И вот теперь я хотел бы его представить. Прежде всего представляю автора. Это Анастасия Урчукова, москвичка, которая создала вот этот проект, создала эту идею. И, собственно говоря, благодаря ей мы первое вот это воплощение нашего маскота увидим. Ну все, больше не буду томить. Значит, в качестве талисмана чемпионата мира 2013 года был выбран воробей. Вот этот веселый воробей. Вы знаете, воробей, птица, воробей, прежде всего это птица. Птица никогда не была маскотом чемпионатов мира. Птица обладает многими качествами легкоатлета, вы знаете, это очень быстрое, шустрое существо. Итак, воробей. Птица типично московская, наверное, наиболее распространенная в Москве. Птица шустрая, быстрая. Конечно же, мы научим этого замечательного воробья и метать снаряды, и толкать снаряды, и прыгать. Поэтому он станет у нас сильным, быстрым. Итак, нас стало больше, по крайней мере, на одного в оргкомитете. У нас появился маскот воробей. Поэтому, надеюсь, нам будет вместе легче, веселей добиться нужного результата.